Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео, друзья, мы уделим внимание народным приметам на 9 мая. Поговорим о том, что можно делать в этот день, что ни в коем случае нельзя делать и как в этот день вы можете привлечь удачу и благополучие в свою жизнь. Далее все более подробно. Вы знаете, 9 мая в старину этот день называли как Глафира-горошница. И в этот период жители сел, деревень копали огороды и начинали высаживать горох и картофель. А чтобы горох уродился на славу, его перед посадкой заговаривали. Для защиты гороховых всходов от заморозков их посыпали изрубленным торфом. Под ним молодые побеги активно росли и разворачивали свои листочки. И вы знаете, 9 мая это не только день Глафиры-горошницы, но это и праздник Дня Победы. И само собой эти два торжества никак нельзя сравнивать. Народ предпочитает отмечать их вместе. Представители духовенства чтят сегодня память священномученика Василия, епископа Амасейского. Он жил в IV веке в понтийском городе Амасии, в то время как император Ликиний преследовал христиан и переманивал к вере языческой. Василий твердо и уперто стоял на своем в поддержке христиан, которые нуждались в поддержке на то время. Епископ занимался только благими делами, помогая людям и молясь Богу, за что и был позже приговорен к казни. По маю наши предки определяли погоду на будущее, чтобы знать заранее, как вести себя и чего ждать. Так, если в мае было сухо и без осадков, то июнь будет аналогичный по погоде. Дожди очень часто рушили планы людей в те времена, но с помощью своих наблюдений они стали понимать последовательность погодных условий наперед, что хорошо помогало и поддерживало их жизнедеятельность. Майский дождь, например, если и начинал капать крупными каплями, то это максимум на час. Но если дожди были достаточно мелкими и частыми в этот период, то в июне они ожидали осадки не меньше, чем сейчас, а иногда даже наоборот. Майские дожди очень любили повторяться летом. Люди говорили, что мокрый май с частыми дождями не даст просохнуть и лету вовсе, но сентябрь оставит вовсе сухим. Очевиден дождь с сильной грозой был тогда, когда вершины облаков не были вовсе видны. Мелкие насекомые избегались и слетались, как на мед, как только чувствовали приближение теплой и стабильной погоды. Пауки, пчелы, муравьи и бабочки уже вылезали из своих теплых зимних домов и старались активничать и работать, не покладая своих рук и лап. Также о хорошей ясной погоде в будущем нашим труженикам говорила и погода сегодня, когда с утра ветер усиливался, а к вечеру вовсе сходил на нет. Если с сегодняшнего дня пролески во дворах начинали цвести один за одним, тут было понятно, что урожай картошки будет бесподобен. Данные цветы высаживали не просто так. Помимо того, что они цвели и распускались очень красивыми и яркими синими, белыми, розовыми или даже фиолетовыми цветами, они давали отличный знак своим хозяевам и намекали на то, что все будет у них хорошо в нынешнем сезоне. В этот период возможны были небольшие похолодания, но многие растения и саженцы этого не пугались или просто не чувствовали. Жасмин в садах у людей чудесным образом зеленел, а черная смородина на многих участках домов уже зацветала. В то время на Руси в этот праздник был традицией сажать ранее картофель и горох. И то картошку начинали сажать только тогда, когда листья березы раскрылись полностью. Грядки гороха обязательно по традиции покрывали торфом. Он помогал гороху окончательно окрепнуть в заморозке. После этих действий горох набирался сил, креп, и ему уже не страшны были морозы и ветра. На огород шли трудиться всей дружной семьей, помогая и поддерживая друг друга. Тем более, что сегодня, по рассказам наших предков, стоило больше гулять и быть на природе. Не забывали при этом и заговаривать овощи и огород в целом.
Как только землю вскапывали, обязательно нужно было проговаривать «Степанова доля, воля где поле». Так овощи набирались сил, становились крупнее, а земля, в свою очередь, максимально подпитывалась энергией. Урожай огурцов тоже мог о себе сказать и напомнить, только уже не через различные цветы. Если сегодня был ясный день, а во дворе было много росы, то наши предки знали, что огурцы напоминают о себе и будут вскоре радовать их своим количеством на грядках. В свободное от работы время люди ходили в церковь и храмы. Также по народным обычаям 9 мая стоило посетить богослужение, зажечь свечи, помолиться и поставить свечку за своих родных и близких. Также чтили память тех, кого рядом нет. Эта традиция хорошо известна и нам с вами. И, конечно же, наши старые родственники старались этим днем попасть на кладбище, вспомнить своих родственников добрым словом и наведать их. Ни в коем случае не наводя там порядки, этим они занимались до сегодняшнего дня заранее. Устраивать пир, гуляние, громко веселиться, а тем более выпивать спиртные напитки не рекомендовалось. Ни в коем случае сегодня не оставайтесь дома одни, не томите себя одиночеством и грустью, так как это категорически запрещено. Развейтесь и расслабьтесь с дорогими вам друзьями или же встретитесь с тем, с кем уже не виделись очень и очень давно. Придумайте себе занятия заранее, чтобы не остаться потом ни с чем. Посмотрите и купите места на фильм заранее или забронируйте кафе, где ранее хотели бы провести время и посидеть. Заниматься тяжелым физическим трудом было запрещено. Мужчины без надобности не кололи дрова, а девушки не ухаживали сегодня сильно за животными и за редким исключением делали домашние дела и совершали уборку. Также и вы постарайтесь данный день посвятить себе и отложить домашние трудности на потом. Убраться в своем доме вы успеете всегда, а вот времени на себя зачастую не хватает. Помните, что стоит любить и ценить себя и свое время. Наши предки редко выходили сегодня в поле работать, а если и делали что-то, то сугубо на своем огороде. Плохой приметой была и сегодняшняя работа. Но полоть грядки, сажать саженцы, согласно народным приметам, обязательно нужно было прочесть молитву и поухаживать за ними. И тогда вы можете это сделать. Потому что все-таки без овощей и фруктов, без закруток на зиму и остальных запасов никто оставаться не хотел, так как сильно боялись голода. А именинники сегодня, 9 мая, Аникей, Василий, Глафира, Степан и Стефан. Обязательно поздравьте близких с их праздником. Конечно, напоминаем всем, что сегодня не принято на Глафиру-горошницу свататься и начинать новые отношения. Такой союз продержится недолго и будет сопровождаться приступами ревности, недоверия, бедами и несчастьями. В старину говорили, что на Глафиру лучше отказать избраннику или избраннице, тем самым сберечь шанс на дальнейший счастливый семейный союз. Невестка и свекровь сегодня не должны ссориться и выяснять отношения, иначе ссора затянется надолго и в нее могут оказаться втянуты и другие родственники. Не рекомендуется сегодня наводить порядок в гардеробе или в шкафах, иначе можно навлечь на себя мелочность и хлопотность в дальнейших делах. Также в этот день под запретом маникюр и педикюр. Считается, что обрезая на горошницу крайние точки тела человека, можно лишиться энергии здоровья, роста и силы. Также в этот день запрещалось ловить ласточек. Если ослушаться данной народной приметы, то можно попасть в тяжелую жизненную ситуацию, выход из которой невозможно будет отыскать своими силами. Также не стоит сегодня работать в поле, также не стоит устраивать и пир на кладбище. Что же стоит сделать обязательно в этот день? Конечно же, постарайтесь погулять на природе, подышать свежим воздухом и побаловать себя солнечными лучами. Можете в этот день дарить друг другу и пасхальные подарки, зажигать свечи и посещать богослужения в церкви. Вот такой у нас с вами день 9 мая по народным приметам. Ну а далее у нас с вами лунный календарь на 9 мая.
По лунному календарю, друзья, нас с вами ожидает 9 и 10 лунные дни. Растущая луна в знаке зодиака Лев. Не стоит сегодня опасаться, но вплотную приблизился один из самых неблагоприятных дней в этом лунном цикле. Он связан с периодом обольщений, иллюзий, обманов и искушений. Этот день сложен тем, что человек все еще переживает те трансформации, которые произошли с ним накануне. И, возможно, трудно смириться с новым положением вещей и своими новыми взглядами. Сомнения делают любого уязвимым в этот день, так что рекомендуется быть предельно внимательными и аккуратными с непроверенными связями и недоброжелателями, которые могут нанести удар в самое больное и незащищенное место. Не привыкнув к новой ситуации, можно легко поверить в обман, попасть в сеть иллюзий. Эти заблуждения впоследствии самым отрицательным образом смогут сказаться и на карьере обманутого человека, и на его здоровье, и даже на личной жизни. Внешний мир сегодня будет атаковать плохими новостями, различными искушениями и не самыми положительными эмоциями. Поэтому, раздражаясь на все эти волнения по малейшему поводу, можно проявить себя в этот день не с самой лучшей стороны. Если заранее настраивать себя сегодня на полосу неудач, день таким и получится. Просто будьте настороже, контролируйте эмоции и не допускайте плохих мыслей. Только так можно спастись от любого негатива этого дня. Также внимательный, детальный анализ всего, что будет сегодня происходить, поможет уберечься от враждебной энергии и избежать неверных решений. Также обращаем ваше внимание, что в этот день, как правило, и приходят дурные вести, поэтому постарайтесь не реагировать на них слишком эмоционально. Возникающие бурные эмоции можно утихомирить дыхательными упражнениями, а день следует провести спокойно в будничных делах и трудах. Не стоит сегодня начинать ничего нового. Продолжайте делать то, что начали, или завершайте начатые дела. Романтический ужин тоже вполне может быть кстати, но только в том случае, если ваши отношения построены на взаимопонимании. Что же касательно стрижки, то постарайтесь не делать необдуманных поступков и не стригите волосы. Стрижка не принесет вам пользы и, скорее всего, ухудшится состояние кожи головы. Всерьез подумайте об отмене записи к парикмахеру, иначе этот визит может привести к серьезным заболеваниям. Сегодня без особого ущерба вы сможете позволить себе нарастить волосы, но только лишний раз, пожалуйста, удостоверьтесь в качестве волос. И вечером, чтобы снизить напряжение, поваляйтесь в расслабляющей ванной. Не забудьте сделать питательную маску для волос и для лица. Что же касательно окраски волос, то окраска натуральными красителями отведет в сторону массу проблем. Сделайте сегодня прическу в виде нимба, это активизирует вашего ангела-охранителя. Также в этот день, 9 мая, остерегайтесь разлить молоко, это не к добру. Реже сегодня и смотритесь в зеркало. Не случайно, что именно в этот день родилась примета о разбитых зеркалах. Вот, друзья, у нас с вами такой сегодня был день, 9 мая, по народным приметам и по лунному календарю. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка на телеграм-канал в описании к этому видео. Друзья, вы найдете очень много полезной, важной, нужной и интересной для себя информации. Ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте то видео, которое вам больше интересно и полезно. Смотрите, там много полезной, важной и интересной для вас информации.